Отлично. Так, сегодня у нас практика вайп-инженеринга. И не путайте его просто с вайп-кодингом. Это не то же самое. Почему это мы узнаем в дальнейшем рассмотрении. Для начала я сейчас найду свои конспекты и зачитаю наш план. У нас программа минимум выполнить одну задачу. Если у нас хватит силы и энергии, выполним две. Итак, первая задача наша будет состоять. Мы вспомним, что регулярно делаем в агенте в своем проекте. Любая повторяющаяся задача нас интересует. Потом мы ее решим обычным промптом. Засечем токены и время. Потом мы попросим агента написать консольный утилит, который делает то же самое, и напишем под него тесты. И убедимся, что это работает. И запустим оба варианта и проведем их несколько раз, посмотрим, как они работают, насколько стабильно, воспроизводимы и как они тратят токены. Вот такая у нас цель номер раз. И теперь Владик нам расскажет, какую повторяющую задачу он будет делать сейчас. Да, у меня сейчас открыт проект блокчейн Explorer Акинаки, ну, неважно, короче, это блокчейн Explorer. Вот. И я в этом проекте дизайнер. И для своих целей я для себя сделал гайдлайны в файлах MD и сделал брендбук. И какая у меня задача стоит? Э, У нас была реализована новая страница Validators. Да, я даже могу, наверное, показать. Вот. Подожди секундочку, ты не весь экран показываешь, а мы не видим страницы. Которые... Да, сейчас, секундочку, я буду показывать весь экран. Весь экран. Вот, я показываю весь. Видно же, да, Илья? Да, да, видно, видно. Вот, и у нас была реализована новая страница Validators. Но она была реализована раньше, до того, как я сделал брендбук и гайдлайны. Вот. И мы сейчас попытаемся э, попросить нейронку сделать тест на совпадение гайдлайнов и брендбука и проверить вообще весь проект на совпадение этих гайдлайнов. Вот. Я могу подозревать, что как раз в этой странице будет проблема, и он что-то начнет исправлять для нас. И, Ильяр, какая у нас основная цель урока нашего? Нам надо сравнить два подхода. Да, нам надо сравнить два подхода. И, кстати, тут важный момент, тут говоришь нейронка, надо правильно говорить агент. Потому что ты свою задачу будешь промптить в так называемый эм, primary агент, и ты начинаешь с пустого контекста, и, и, соответственно, ты будешь тратить токены, как на промпт, так и на результат. И ты сейчас без каких-то настроек на свою задачу потратишь сколько-то токенов. Нас интересует, собственно, сколько ты потратишь и как она получится. А на следующем этапе мы ту же самую задачу сделаем в виде инструмента. Потому что она у нас повторяющаяся будет, и мы хотим ее, во-первых, цель предсказуемо делать, то есть детерминированно, и тратить меньше токенов на нее. Вот так, понятно объяснил? Ладно, давай, короче, вернемся к задаче, которую... Все. Ну, у нас все настроено, то есть ты уверен, что оно все правильно. Просто м, С этими не уверен. агентами никогда нельзя быть в чем уверенно, но, собственно, вот мы и практикуемся, чтобы эту уверенность в себе скультивировать. Все, окей. СДВГ. Что за Все, ну, раздавание? ты там начал водить ЗДД. Так, ладно, окей.
У нас чистый контакт. Ну, теперь вводи свой основной промпт. Подожди, блин, выйди снова из терминала, посмотри, наши предыдущие попытки не сделай git статус. Нет ли там, чисто ли у нас сейчас это коммитмент, изменений нету? Так, вот только cloud есть. Эм, а что там? Ладно, неважно. Хотя неважно. Это, это вот, скорее всего, что он пытался в проект залезть, он там понаделывал. Типа его можно просто, не знаю, я сейчас зайду в антигравити, кнопочкой это отменю просто. Правильно? Ну, хотя... Вот, settings cloud. Вот смотри, видишь? Там Ага. представитель. Сейчас я так качу. Тут ты, баш, ls. Нет, ты, наверное, просто в прошлый раз не скоммитил это все. Это, смотри, это список тех разрешений, которые ты их ему давал. Вот верните, крутни вверх, в самый верх файла. Ну, ты про себя. Видишь, там написано permission и allow. А дальше перечисляется bash, ng, и вот эти все команды, которые ты ему оловил, типа не yes просто, а типа дальше не спрашивай, он сохранял их сюда. Этот файл, наверное, имеет смысл прокоммитить, чтобы, ну, эти настройки оставались для тебя такими же. То есть, ну, понял, что здесь список тех команд, которые он будет выполнять без спроса. Окей. Тогда, да, прокоммить их, да, сделай, ну, сгенерить этот Ой, комментарий. ой, ой, ой. Как вернуться назад, Илья? А он сейчас ничего не сделает просто. Вот он так вот. Он зависнет на этом процессе. Ну, Блин. Сейчас. Я знаю, как это исправить. У меня есть рабочий способ. ладно. Так. Вайп-кодеры, Стоп, потому стоп, 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 так, без пуша. Давай не будем сейчас пушить, что-то сяйки дергать. Просто коммит. Да. Все, отлично. Разобрались. Возвращаемся к нашей цели. Итак, мы сейчас запускай Cloud, и мы сделаем просто через промпт задачу, которая часто повторяется в твоем процессе. вообще задача простая у нас. Проверь. UX and UI на кривозапромность. Ну, на соответствие бринбуку, как ты писал там раньше, только на 2 раза у тебя. Лишний токен потратишь. Букву и гайдлайнам. проекта. Так. И что надо, чтобы он нам еще сделал? Ну, а что ты обычно делаешь в таких ситуациях? Вот, знаешь, типа, я типа проверь и исправь пишу условно. Ну, хорошо, так напиши. То есть мы будем замерять не только проверку, да, а еще и исправление. Ну, циферки. Да, я хочу указать на проблему. Если мы так сделаем, то мы же вернемся в ветку, где она будет показывать расход. Да, но мы потом сбросим ее. Нам сейчас надо... Ну хорошо, давай подумаем. Смотрите, почему я хочу вернуться в контекст? Потому что, собственно, учитель, что он нам говорил? Вы, когда делаете задачу, в процессе выполнения задачи агент придумывает скрипты и бла-бла-бла. Вы эти скрипты можете превратить в утилиты своего проекта. И если мы запустим задачу создания утилиты в чистом контексте, то ему будет нечего, типа, нечего сохранять. А так он вот весь этот контекст
типа, ну, генерализирует в утилиту CLI. Возможно, там, не знаю, сделает скиллы, там, как он там сочтет это нужным. И, и у нас будет скилл или, ну, как минимум, утилита, команда, которая будет проводить эту работу. И именно поэтому, я думаю, надо делать это в контексте вот уже наполненном. А посчитай домашнее задание, пожалуйста, Ну, тогда, чтобы давай. мы поняли, правильно мы делаем или неправильно. Сейчас, значит, вспомни, что ты регулярно просишь ИИ делать в своем проекте. Любая повторяющаяся задача. И первое. Решить ее промптом, как обычно. Засеки время и токены. Мы сделали. Теперь попроси ИИ написать CLI tool, который делает то же самое. Напиши на него тесты, убедись, что работает. То есть он, ну, тут не говорит сбрасывайте контекст, это в другом контексте. Так. Так что, ну и вообще, сам как бы смысл, то, что он говорил на уроке, заключается в том, что вот, ну да, полистая по этому аутпуту, который получился, как он вообще все это делал. Посмотрим. Проведем такую ретроспективу. Тут вот изменения. То есть он где-то здесь в процессе, особенно в процессе исследования, вот нас интересует больше даже не само изменение, а процесс исследования, который он делал, прежде чем делать изменения. И вот этот процесс исследования, он его каким-то образом производил. И как показывает практика, в процессе исследования они, агенты, генерируют всякие скрипты или выполняют команды. И наша задача, собственно, оптимизация процесса, заключается в том, чтобы эти команды, которые он использовал для исследования, превратить в отдельную команду, протестированную и переиспользуемую. Я бы, конечно, знаешь, что сделал? Чего? Все-таки для исследования использовал бы скилл для исследования, который там строит карты проекта. Вот и все такое. Ну ладно, мы это не делали, мы вообще как тупо вайп-кодер делали, просто написали. Да все мы правильно делали. Вот подожди, вот вернись как бы назад, вверх, назад. Вот, нет, выше. Еще выше. Стоп. Вот. Смотри, значит, что он делает? Он вот здесь, например, команда bash он выполняет. Он входит в проект, делает тайл по файлу, то есть берет его последние 5 строчек, и это, по сути дела, мини-скриптик, который он получает зачем-то. И вот таких вот сниппетов у него там дофига, и больше идет, ну, ниже, чтобы он, собственно, как он читает файлы, он там вот по-разному, для разных задач читает и помещает их в контекст. И, и вот наша задача оптимизации в том, чтобы вот эту работу, которую он придумывает на ходу, превратить в силовой инструмент. И для того, чтобы это сделать, нам нужно иметь этот контекст. И поэтому я думаю, что это надо делать именно в этом контексте. Ну, давай проверим. В крайнем случае, Если мы сейчас сделаем вот эти вот тесты и вот эту утилитку, потом мы откроем новый контекст чистый и заставим его э, открыть, точнее, сделать все то же самое, то есть вот этот промпт, который мы сохраняли, да. только перед этим сказав, используй вот этот вот скрипт, который мы создали. Верно? Ну да. Так, хорошо. Хотя нет, все нормально. Я думал, он брендбук поменял. Фу, слава богу. Значит, инструмент сделан. Ну хорошо, тогда, значит, чтобы дорабатывать этот инструмент, если вдруг потребуется, этот контекст мы оставим, создать новый контекст. Нет, подожди. Наверное, в этом же контексте надо пум-пум-пум. Даже не знаю, что надо. Надо, в общем, чтобы сделать, наверное, дополнительные настройки так, чтобы он, агент, понимал, э, когда запускать этот инструмент. Тогда спроси его совета, что нужно сделать, чтобы ты понимал, когда этот инструмент надо запустить. Ну, сейчас это про хуки начнут рассказывать. Ну, допустим, может быть, это.
Когда предложит создать хуки. Смотри, добавить инструкцию в Cloud MD. Я читаю этот файл на начале каждой сессии. Мгм. И, ну, допустим, пускай так будет. Он уже сделал, получается, да, апдейт. Это добавил эти строчки. Отлично. Еще давай это добавим. эм, Ну, иди в редактор. Он думает еще, на Он самом думает. деле. Он же, наверное, сейчас второй вариант предложит. Сохранить в память, говорит, вот надо. В память. Memory MD. Я вот с этим файлом еще очень ни разу не работал. Ну, вообще разобраться, да, действительно. Я тоже не... Смотри, он даже вроде как существует. Да, да. И ты его там добавлял, да? Готово. Теперь я буду знать, когда запускать Интерл, благодаря когда он будет его запускать. Ну хорошо. Ну, в смысле, он будет просто, когда ты будешь вводить ему какой-то промпт, типа проверь брендбук, он, так как это в него в контексте загружено, он сможет сопоставить твой промпт и вот то, что для брендбука есть линтер. Вот как он будет понимать. То есть он будет просто корректно обрабатывать твои промпты в следующий раз. Но мы сейчас это проверим. Давай, значит, вот делаем что? Иди в DVD-шку и добавь, во-первых, файл vol, как нас, все у нас по нулям. Ну и чисто для эксперимента вот просто скопипать ему первую версию промпта. Вот это вот. Проверь, гайдлайны, вот это вот. В смысле, чисто для эксперимента. Мы же сейчас... Ой, блин, не попало. Господи. Ну, Ебать. потому что для эксперимента, в смысле, учитывая, что он уже кое-что знает, как проверять, сам промпт запуска проверки гайдлайна, он может быть проще. Типа, проверь гайдлайн. Вот так вот. Не надо ему уточнять, как, что, он там, типа, уже, это целая команда. А для эксперимента просто я хочу увидеть разницу его поведения на одном и том же промпте, но после того, как мы его заинженерили. Я не могу вставить. А, Проблема. Так, Вот. смог. Получилось. Да, давай. Ентер. Хатчинг. Read. Смотри, read wall MD. Так, посчитал. Ну, Паттерн брендбук. Сразу пошел. так, Кстати, и что он теперь? подожди. А давай вот подумаем, что он, по идее, должен был сделать? Ну, вообще, он должен был запустить эту команду тупо. Но, видишь, этого не произошло. Нет, подожди-ка, произошло. Вон, смотри, Explorer, вот он. Нет, а вот это вот нам пока yes, да, Да-да, сделать? yes. Так, еще раз yes, еще раз yes, еще раз yes, еще раз yes, еще раз yes. Да, ну, это действительно вот так вот надо делать. Окей. Работать надо. А чё, а чё у тебя много есов спрашивал? Подожди-ка, а чё-то он еще пошел какие-то грепы делать? Теоретически же должно быть все заскриптовано. Ам, м, 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 м. Ну, нет, он, наверное, пошел сверять с брендбуком по М. этому скрипту-то. Нет? Не, вот там мы фактически написали линтинг, ну, как-то это же не по моим ожиданиям работает. Ну ладно, давай заесь его там уже, чтобы он работу делал. Знаешь, почему, наверное? Ну, потому что мы ему еще как бы в первом случае ничего не сказали, а в этом случае сказали, блин, сделай вообще классно, там
топово, и чтобы все проверил. Вот он так и сделал. Вот. Но его эксперимент, вот этого нашего учителя, вот он происходит. Он так сказал, типа, сделайте сначала обычным промптом. Мы послушались, прям сделали так, как сказал он, и сделали вот с помощью его второго способа. Ну да, и четвертый шаг сравнить время и токены. Ну, время, я думаю, явно сравнить не сможем, а токены можем. Ну вот, тоже сделаем. А вот, а может он такой, ну, типа, сравните, ну что, сравнили? Вот смотрите, больше токенов, значит лучше. Так мы же это открытый вывод еще, мы же не знаем. А еще, знаешь, вот Какой-то сделаем. у меня есть эксперименты по токенам. Короче, я делал одну задачу и сделал ее по токенам. В смысле, просто промптом ввел. Потом, ну, сейчас вот я найду тут значения какие-то, чтобы было более... Пам-пам-пам. Так, вот, значит, первый эксперимент был чистый промпт. У меня потратилось, ну, каких-то условных 140 тысяч. Потом я подключил MCP-сервер. В 2 раза меньше, 170 тысяч потратил. И ожидаемый результат, потому что он уже не лазил, как бы не искал как бы данные, он знал, куда их идти. А потом я подключил контекст мод MCP и потратил много, 258 на тот же запрос тысяч. Но следующий промпт был уже 14 тысяч. За счет контекст мода сократилось, как сказать, потребление. И я вот в рамках нашей задачи ожидаю, что в следующий раз, когда ты, если уже что-то изменишь и будешь снова проверять, возможно, будет меньше расход. Почему? Не знаю, но может быть. В общем, думаю, 9 файлов, 34 нарушения. Запускать 3 параллельных агента для покрытия всех. Ну, все. мне кажется, еще знаешь, что тут, наверное, следующий уровень этого вот инженеринга написать скилл. Реально, вот я в своих экспериментах тоже там писал скилл в итоге. Э, и вот уже на скилле мне 14 тысяч получилось. То есть скилл, MCP контекстом к базе данных и MCP в контексте, управления контекстом. Два MCP сервера. И оно сильно сократило, когда все это было завернуто в скилл. А ты пробовал Я здесь вот думаю, скиллы сюда знаешь вбросить? что, нам надо очень глубоко обсудить эту тему, потому что пока что для меня она до сих пор остается непонятной. Вот, действительно, вот А это что именно? непонятно, почему это э, хорошо, это, наверное, контролируемо. То есть оно записано один раз, и оно каждый раз не придумывает, что делать себе. А типа у нас четкие правила, что делать, и вот, и так далее. Ну вот действительно, вот что хотел нам показать учитель. Учитель нам хотел показать, что, наверное, тратится меньше все-таки токенов. Это интересно обсудить, короче. Ну, вообще-то его акцент был не на экономии токенов, а на детерминированности результата. То есть он больше делал акцент на том, что мы, используя такой подход, более предсказуемый результат получаем и берем больше контроль над тем, что делает агент. Вот я тоже думаю, что, возможно, мы сейчас получим результат, который действительно, ну вот, прям его визуально увидим сейчас. Помнишь первый результат? Мы его даже визуально идентифицировать не смогли. Ого, зацени. Вот мы тоже, кстати, скриншотили этот вывод. Смотри какой. 393 ошибки было, теперь ноль. Исправлены автоматически. То есть с помощью нашего, видимо, инструмента. Ну, где-то половина из них. И еще, да. Два. Так, и что тут еще? Добавлен.
Хорошо, круто. То есть какой-то более информативный вывод. Токенов потратилось в 2 раза больше. Хранить. Ой, вот. Я просто помечу как 2. Ага. И теперь давай посмотрим на результат непосредственно. Непосредственный результат. Напиши ему следующее. Вот ты выяснил проблему, а теперь эту проблему надо спустить на инструмент. То есть скажи ему, э, учти это понимание в инструменте, который проверяет гайдлайны. И добавь тесты, чтобы он, собственно, в этот инструмент эту проверку этого несоответствия добавил и еще тестом покрыл ее. Почти это понимание в инструменте. Который, ну, Инструменте проверки. да, проверки. Инструменте проверки дизайна. Он называется гайдлайн, по-моему, чек у нас. Ну, это все равно поймет, да. Пусть вопросы это лишнее, да. И что ты говоришь? И Так, тесты, и и, и, результат. и добавь тесты, да. И добавь тесты. Мгм. То есть сейчас Добавь он, тесты. да, сейчас он должен вот этот скрипт, который мы написали при подготовке, он должен его подхачить и еще тесты добавить. Вот видишь, вот брендбук lint, вот папочка скрипта, в ней лежит брендбук lint, он так называется. Если вот надо будет ссылаться на него, то можешь назвать его брендбук lint, там по-русски или по-английски. Но он и так тебя понял, в принципе. И вот видишь, сейчас он смотрит его реализацию, смотрит тесты, и сейчас теоретически он должен вот это понимание отразить в этом скрипте и добавить тесты на новую реализацию. И следующий, и вот если ты будешь действовать таким же образом дальше, то тогда у тебя с каждым разом гайдлайн будет проверяться все лучше и лучше. Не будет таких ошибок. И вот это, собственно, есть суть контроля над процессом. И скажи ему, разреши ему, он не может. Надо просто еще раз, блин. Я вот реально не понимаю. Ну, теперь я понял, что он как бы там существовал, и, видимо, был просто, не знаю, с opacity 0. Ну, типа, условно. И поэтому он его как-то достал его через флаг. Этот, да? Окей. Так, новое правило. Ну, супер, теперь можем коммитить и правки по дизайну, и инструмент на задание. Так что, Ты знаешь, что ну, до понедельника надо выполнить эти задания, ну так что у да. нас есть еще время. Ой, у меня, Ну слушай, все, давай это свои заключительные слова. подожди, тут Расскажи, чему мы научились. мы научились промпт, мы начали с промптинга классического и перешли к инженерингу. То есть задачи, которые делаются через промпт, заскриптовали. И вот на последнем вот шаге мы даже увидели, что когда наша регулярная задача по проверке соответствия дизайну гайдлайну, мы ее типа повторяем, ошибки, найденные в процессе, они спускаются в этот скриптинг. И в следующий раз, когда мы будем делать ту же самую задачу, используя эти скрипты, у нас будет меньше, скажем так, недочетов. А если они будут, то они также будут спускаться в скриптинг и тем самым делать наш процесс проверки соответствия гайдлайну более предсказуемыми и воспроизводимыми. То, что меньше токенов тратить, я пока не заметил, но, может быть, если
если агенту будет требоваться меньше усилий, чтобы понимать, то я думаю, все-таки токенов должно тратиться меньше.